19 декабря 50-го года мне исполнилось 19 лет. И через месяц и 11 дней я попал на Лубянку. Меня арестовали на Арбате, на улице Веснина, на углу Арбата и улицы Веснина. Меня кликнули: Найденов. Я обернулся. Найденов? Найденов Иванов? Да. Подожди минуточку, сейчас. Подъезжает машина, меня посадили в машину и повезли в какое-то отделение милиции. Там на Арбате, в параллельных переулках, где я точно не могу сказать, точно назвать. И все. И там началась тягомотина. Фамилия, имя, отчество, кто, что, чего, откуда, где, как, кто родители, где был во время войны, что делали во время войны, что делал в военторге. А потом потом меня посадили в машину, это уже было 31 января, это 30 января, и до утра 31 января шел вот такой бесконечный допрос. Причем менялись эти самые люди в штатском. Кто, что, чего. Никакого обвинения, ничего не было. И потом меня посадили опять в машину, привезли на Кузнецкий мост. На Кузнецкий мост привезли, какое-то время там, у них тоже какая-то комната закрытая, все. Потом меня взяли под ручки, перешли мы, вот у меня есть фотография угла Лубянки с Кузнецкого моста, ввели вот во второй подъезд, это называется, второй подъезд. И подняли на 5-й этаж. И попал я в 563-ю комнату. Это оказалось второе управление, второе отделение второго главного управления. То есть это СМЕРШ. И сначала на меня там была такая, можно сказать, давиловка. Давиловка почему? Приходит спрашивать: ты знаешь, куда ты попал? Ты знаешь, что такое ГПУ? Ты знаешь, что такое НКВД? Ты знаешь, что такое Лубянка? Ты знаешь, что отсюда не выходят? И вот тут начались, так, как потом я узнал уже в 103-й камере в Бутырке, голубые ночи. То есть мне не давали спать. Утром в 6 часов доску пристегивали к стенке, я мог только сидеть. Стол был, столик маленький. И все, лежать я не мог. И я должен был сидеть. Мог ходить. Но ходить было так: 3 шага туда, 3 обратно, ширина вот так вот на протянутых руках, можно сказать, это все. Довели меня до такого состояния, что я начал слышать музыку. Это галлюцинации. Я потом только понял, что это галлюцинации, потому что я попросил этого вертухая: сделай погромче. Я слышу звук. Было трио баянистов известные, наши, российские. Я говорю: сделай погромче, там же это самое трио баянистов играет. И вдруг прибежал врач, начал меня осматривать, это самое. Вот тут я понял, что что-то не то. Да? У Жени при обыске нашли журнал «Америка». И нам инкриминировали, например, что мы, как советские школьники, должны были это самое... Ты понимаешь, что это антисоветская агитация? Что это антисоветчина в этом журнале печатает? Да, я понимаю. То, что я переписывался с Одессой, то же самое, у меня друзья там остались, я переписывался с Одессой. Вот это все потом легло в основу обвинения, что мы хотели переплыть Черное море на лодке. Конечно, это для меня было все новым. Меня привезли с Лубянки. И куда привезли, ничего не знала. Но потом, когда вот прошел и было ясно, что я попал в Бутырку, это, конечно, для меня было новостью. Лубянка – это Лубянка, а Бутырка – это Бутырка.
Фотография моя в фас и в профиль, это Лубянка, 1 февраля. До 15 июня 1951 года. В 103-й камере с 15 июня до 9 августа. Нет. Ну, у нас были только одноярусные эти лежанки и достаточно длинный стол. Ну, правильно. Стол сейчас длинный. Вот, а здесь двухэтажные. Двухэтажные, но столы длинные остались. Тут двухэтажные эти самые. А у нас была вот такая камера, только Ну, могло поменяться. в один ряд. А в камере вы сколько времени провели? Половина июня, июль, август, сентябрь. И только в сентябре, в августе меня перевели из камеры в церковь, и там сидели почти месяц, но там камеры были колоссальные. Вон наверху прогулочные дворики такие были, наверху? Это я не знаю, там я там не гулял. Ага. Нас выводили куда-то вот здесь, прямо вдоль корпуса. 9 августа нам зачитали приговор, мы встретились с Валентином и с Евгением, так? И вот в сентябре я уже попал на этапы. Но месяц я жил в церкви. Там колоссальная камера, там человек 200 было народу. Это в церкви посередине Бутырки есть церковь. Вот в Бутырской тюрьме там в этой церкви была такая пересыльная камера, в общем, там. Тут целый месяц мы жили, но у нас был проходной двор, многоэтажные нары, двухэтажные, даже на 3-м этаже иногда у нас бывали 3-этажные. Кстати сказать, вот от Рузаевки до Челябинска был очень, можно сказать, человечный, любезный конвой. Почему? Потому что, говорит, ну, сегодня вы там, завтра мы там. В купе саживали порядка 15 человек. Карагандинский этот конвой придрался ко мне: сними пояс. Я и не стал снимать пояс. Одели наручники на меня и запихнули в карцер. А карцер там 3 полки и 3 человека. Ну, руки назад, закрыты на замок. Ну, в одиночестве, можно сказать, без давки. А там 3 полки и 3 человека было. Конвой принимает, наружный конвой в Майкадуке уже. Говорит, жалобы на конвой есть? Я говорю, есть. У меня пояс забрали и не отдают. Этот самый конвой пошел, взял, достал пояс мой, бросил. Говорит, на, возьми, ну сволочь, ты поедешь обратно куда-нибудь, мы тебя... Вот. Приезжали кто в чем мог, в чем арестован, в чем... Я вот на улице как был в этой курточке, так это самое приехал, значит. Шапочка у меня была такая, кубаночка черная. Ну, в общем, меня перелицевали в это самое. Вот у меня попался номер ЕЕ-666. На ногу пришили, на спину, на груди и на шапке. На груди, на ноге, на шапке и на спине. Вот этот номер ЕЕ-666. Есть такая уже наука, нумерология, которая объясняет, что это число жизни. Я в этом убедился. Почему? Потому что мы работали на 120-й шахте, я чертежником-конструктором. И вот однажды нас вывели, все, конвой принимает. И это было 4 февраля 1953 года на 120-й шахте. Мы бы не дожили до смерти Сталина, нашего родного, любимого, в кавычках. Почему? Потому что один чудак выстрелил по колонне, и пуля попала мне в ребро зимней шапки.
и пробила козырек, вот козырек с номером ЕЕ-666. Пробила номер, да, вот она вошла в ребро этого самого и ушла, ну вот стоя на 4 сантиметра вперед, все, висок и все. А когда заявили протест, там подняли шухер уже, это самое, оказывается, это самое. Прокурор сказал, говорит, не нарушайте требования конвоирования, правила конвоирования. Сказали молчать, не разговаривать, значит, надо молчать, не разговаривать. Вот. А конвоир потребовал что? Ну, молчать, чтобы колонна молчала, не разговаривали между собой во время ожидания, когда соберется все 250 человек, там, или 20 пятерок, значит, 100 человек, там, ну, в общем, такими кусками. Ну, соответственно, вы разговаривали, а дальше он что? Ну, ничего. Ну, а потом, когда он выстрелил, конечно, все замолчали, все завопили, потому что пуля вот самая. Все были свидетелями того, что это не я проговорял, мне потом оперативник говорил, забрали у меня шапку, говорит, это гвоздем проковырял. Все, мне заменили шапку, дали новую шапку, но снова новую. А номера печатали, там прямо это самая лента такая и цифры. Вот это я, кстати сказать, потом вот это ЕЕ-666 в телогрейке под этой самой подкладкой, в общем, вывез из Караганды. Вторые номера были у меня 1Н-121. Это мой второй номер, вот, который из песчаного лагеря нас перевели. Ну, это все песчаный лагерь. В общем, из Караганды перевели на Целину. Уголовников мы встретили только, когда вот нас привезли в 1955 году, нас привезли вот в этот совхоз Родниковский. Туда мы ехали 2 суток. И, короче говоря, когда приехали, там были бытовики. И вот Ковалев, в частности, начальник этого лагеря, сначала, ну, приехали контрики. Мало того, что контрики, у всех сроки черти какие, 10, 15, 20 лет, там, 25 лет. Началось брожение. Почему? Потому что у нас воровства не было. А там были бытовики. У одного пропали там одна вещь, у другого там еще что-то такое, еще. Ну и там устроили, можно сказать, бунт. Либо мы, либо они. И тут их взяли в шоры, они лезут на запретку, значит, это самое, конвой стреляет в воздух, правда, так, не в них. Ну, те бегут, значит, начальник спасти, значит, их убрали, всех, там около 150 человек, нас, по-моему, привезли человек 200. Их убрали, а нас поселили. И все стало спокойно. Я требовал, я говорю, я бухгалтер, дай мне работу по бухгалтерскую работу. И на Целине так и получилось, собственно говоря. Когда мы сидели, нас вывели копать там траншею под фундамент зерносклада. И вот когда я копал землю, ко мне приезжает главный инженер, там чудо-гашев был такой, Вячеслав Александрович. На «вы» так, хотя мне 23 года тогда было, в 1955 году, только полных. Юрий Валентинович, а вы по делу бухгалтера? Я говорю, да, бухгалтер. А вы не согласились бы принять, вы материальный учет знаете? Я говорю, да, я сидел на материальном учете, знаю, что такое. А вы не согласились бы принять склады? А то у нас жена по взвода ни уха, ни рыла не понимает в этом вопросе. В общем, она... Ну, в общем, у меня была склады, пилорама, лес, инструменталка. Были в подчинении водители, причем водители не только гражданские, но водители и заключенные, бытовики были там. Но они, можно сказать, расконвоированные, все жили в бараках, там, где вообще все живут. Не в зоне. В зоне у нас была только наша родная 58-я, которая поднадзорна была. А когда идет уборочная или вот летняя страда, в Караганде нету, в степных вот в этих местах, магазинах нету
водки. Он говорит, в Темиртау водка есть, а до Темиртау 240 километров. Добираемся до первого комбайна, он заправляет баки горючим, и мы шпарим это самое. А там степь и 1000 дорог, как вот нам кажется, вот так вот лучше. Знаешь, мы вот так и едем. Мы приехали, отоварили с водкой, все, потом сидим в пивной, закусываем. Я телогрейку снял, забыл, что у меня номер, повесил на спинку стула. А Степан сидит и говорит, а если человек с номером не в положенном месте, значит, побег. И это чревато. Он на меня смотрит вытаращенными глазами и шепчет, Юра, номер, номер. Меня как будто бы током пронзило, что вот что. Я забыл, что у меня номер на спине, поэтому народ смотрит на меня. Вот это чувство, это было вообще шоковое чувство. А потому что побег могут пришить, побег, и доказать ничем не можешь. И вот это чувство потом меня преследовало даже во сне. Иногда я думал, идешь по улице в Москве, кажется, и думаешь, что люди смотрят. Потом опять, господи, ведь у меня же номер на спине, так? Вот этот номер на спине. Мы быстро собрались, сели на машину и умчались. Ну вот, а когда мы привезли уже сюда водку, тут, конечно, все эти самые были рады. Потом прилетел самолет. У нас с Долинкой была связь на У-2. Это сентябрь 1955 года. И меня срочно вызывают в спецчасть. Мне говорят, слушай, ну мы тебя поздравляем. И, значит, жмут руку, меня освободили. Но хвост остался. Почему? Потому что мне сняли 58.1А, попытку изменить Родины, а 58.10, антисоветскую агитацию и организации групп оставили. Но поскольку я отсидел почти 5 лет, сунули под амнистию. Я вышел оттуда амнистированным, а не реабилитированным. Я получил паспорт московский. Меня прописали, все хорошо, но куда бы я ни пришел на работу устраиваться, мне говорят, дай паспорт. Даю паспорт. Паспорт даю, дай справку. Даешь справку, там 358 указано. Значит, и все как черт от ладана начинают от меня открещиваться. Ну, не по прямому, но зайдите через неделю, зайдите через несколько дней туда-сюда. И потом, в общем, на работу я так и не смог устроиться. Хотя вообще официально я бухгалтер был. Предварительно я уже побывал в прокуратуре даже. Показал им все, он говорит, ну, если тебе где-нибудь еще раз откажут, прибегай к нам, мы тебе поможем. Что именно из-за этого. Но нигде прямо из-за того, что я был осужден по 58 статье, нигде никто ничего не говорил. Зайдите, тянули резинку, все. А участковый у нас был, я забыл его фамилию, во всяком случае приходил, говорит, ну ты. Я говорю, ну не ты, а во-первых, вы. И во-вторых, ну, говорит, поедешь оттуда, откуда приехал, если не будешь работать в течение 3 месяцев. И я устраиваюсь на работу, все, в общем, это самое. Когда устроюсь на работу, я вам принесу справку, что я работаю там. Все, да, действительно так и было. Потом я в милицию принес справку. У меня было продолжение этого дела в дальнейшем. Меня вызывают повесткой в военкомат. Я приезжаю туда, и мне ставят условия. Говорят, слушай, ты не служил? Не служил. Так надо служить. Я говорю, слушай, а давай обменяем это самое, мои 4 года, 7 месяцев и 12 дней на вашу страну. Нет, говорит, не могу. Там майор Орланд был такой. Он говорит, знаешь что, я понимаю, конечно, у тебя положение достаточно такое, ну, можно сказать, щекотливое. Принеси мне справку, что ты учишься. На курсах танцев можно? Нет, говорит, курсы танцев не пойдет. И вот, а техникум пойдет. Техникум это хорошо. И я так и не служил в нашей советской армии. Почему? Потому что я сначала год подготовки в техникум, потом 5 лет в техникуме, потом год подготовки в институт,
Это уже 7 и 6 лет институт. МАДИ я кончил. Сначала техникум, а потом прямым ходом уже я работал в самом главке, в главмосавтотрансе. Мне говорят, что ты это самое ногами другаешь? МАДИ наш родной институт, и ты бы это самое. И вот я 13 лет вечерней учебы у меня за спиной. Так? Значит, продолжение в чем заключается? Что нас судили, нас приговорили по 10 годам, дали троим. Петров Евгений Иванович погиб в Инте. Взрыв в шахте, он 11 месяцев не дожил до освобождения. Валентин Булгаков отбухал в Сиблаге где-то он был. И когда мы встретились с ним уже в 1955 году, когда он освободился, приехал, я приехал в Москву, мы с ним встретились. И мы в 1956 году написали заявление в КГБ о том, что мы не согласны, или нет, в прокуратуру мы написали заявление о том, что мы не согласны с решением КГБ и военной прокуратуры, требуем повторного пересмотра дела и реабилитации. Вот это заявление мы отдали в 1956 году. Весь 1956 год ушел на повторное, можно сказать, пересмотр дела уже лично. Если посмотреть мою справку о реабилитации, она 1957 года рождения. Я попросил справку эту для чего? Чтобы она была единая, потому что от начала до конца там расписано все, что я такой-то, такой-то, тогда-то арестован, по таким-то статьям. Это для собеса. В собес я когда прихожу, я говорю, дайте мне путевку туда-то. И они мне действительно дают. Вот сейчас я поеду в санаторий, который называется Аксаковские зори. Это Мытищинский район. Хороший санаторий, хорошие эти самые. Вот единственное, мне теперь надо будет добиться того, чтобы я был в одиночке.